Мы уже записали наш еженедельный выпуск новостей мировой политики и международных отношений, однако в информационном пространстве взорвалась бомба. Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем. Все как у Гоголя. Только действующие лица– это президент США Дональд Трамп и известный предприниматель, миллиардер Илон Маск. Что они не поделили? Видимо, деньги. С чего все началось? Вначале Илон Маск раскритиковал бюджет, который с подачи Трампа должен принять американский Конгресс. Раскритиковал потому, что, по мнению Маска, слишком велики расходы федерального бюджета. И это приводит к росту государственного долга. «Мы так не договаривались», — сказал Илон Маск, потому что Трамп обещал, что расходы государства будут сокращаться. Трамп вначале воспринял критику Маска миролюбиво. Маск недавно уволился из команды Трампа, и Трамп заявил примерно следующее. Илон расстроен тем, что происходит. Однако же дальше пошел крутой замес. Илон Маск прямо заявил, что именно благодаря ему Дональд Трамп выиграл президентские выборы. И если бы не я, стал Маск, намекая на социальную сеть X, бывший Твиттер, которая принадлежит миллиардеру, то Трамп бы выборы проиграл. Кроме того, демократы взяли бы Палату представителей, а соотношение республиканцев и демократов в Сенате было бы для республиканской партии весьма шатким– 51 против 49. Итак, Маск сказал, политически Трамп мне всем обязан. Трамп парировал и сказал, Илон хочет сократить расходы государственного бюджета. Пусть начнет с себя. Мы возьмем и обрежем Илону Маску все государственные контракты. При этом Трамп добавил, странно, что Байден этого не сделал. Но для Маска это, конечно, удар под дых, потому что все привыкли считать Илона Маска таким венчурным предпринимателем. Однако вовсе нет. Маск– это типичный государственный капиталист, порядка 80% капитала которого сделано на государственных контрактах с бюджетом Соединенных Штатов Америки. И поэтому Маск решил взорвать термоядерную бомбу. Маск сказал, что Дональд Трамп замешан в деле Джеффри Эпштейна о совращении несовершеннолетних. Это Трамп уже никак не комментировал, но Маск продолжил. Маск заявил, что раз теперь у него нет государственных контрактов, то и запускать американских астронавтов на орбиту будут без его космических кораблей. Впрочем, через некоторое время Маск отыграл назад. Хорошо, я не буду отказывать правительству США в использовании моих космических кораблей. Что за этим всем стоит? Отмечу две вещи. Первое. В среде трампистов назревает кризис. Потому что на самом деле Трамп, конечно, игрок системный. Да, он экстравагантный, но он системный. Его задача не революции, а функционирование и дальнейшее развитие американской политической системы. Трамп не революционер, и он доказал это еще во время своего первого президентского срока. Но ядерный электорат Трампа, так называемые мага-республиканцы, а именно те, кто соответствует лозунгу «Make America Great Again», то есть «Сделаем Америку снова великой», вот они-то хотят решительных перемен. Однако Трамп не про это. Он как раз-таки человек государственный и системный. Тем не менее, отсутствие реальных фундаментальных перемен в американской политике и слишком большое количество пиара в этой самой политике, которая пришла вместе с Трампом, вызывает кризис в лагере трампистов. Но все-таки Маск, он не совсем трампист. Он пользуется этим недовольством и начинает игру с Трампом. Скорее всего, Трамп и Маск разошлись по бюджетным деньгам. Наверняка в обмен на услуги Маска Трамп что-то пообещал Маску и, видимо, не выполнил своих обещаний. И теперь Маск обиделся. Демократическая партия США стоя рукоплещет Илону Маску, поскольку такого раскола в лагере трампистов еще не было. Кстати говоря, коренные трамписты, типа бывшего идеолога Трампа Стивена Беннона, уже взяли сторону Трампа. Маск дошел даже до того, что сказал, что вице-президент Джеймс Вэнс должен взять власть, а Трампу должен быть объявлен импичмент. Вэнс тоже Трампа не предал и сказал, что он с ним, а Маск немного перегрелся. В общем, серьезный публичный скандал в администрации Трампа уже второй, потому что первым был так называемый Сигнал-гейт. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтс неосторожно включил редактора одного из ведущих американских изданий в общий чат, где американские политики и военные обсуждали удары по Йемену. Моментально информация разнеслась, и
Трамп уволил Майкла Волтса. Но это, как говорится, технический момент. А сейчас это серьезный раздрай в ближнем круге Трампа. Однако Маск в меньшинстве, он изолирован. И, скорее всего, внезапная схватка Дональда Трампа и Илона Маска закончится победой Дональда Трампа. Однако у трампистов явный кризис, и непонятно, как они пройдут промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся уже в ноябре 2026 года. Особых успехов нет. А если демократам удастся взять в 2026 году хотя бы одну из палат Конгресса, деятельность администрации Трампа будет парализована. Мы детально обсуждали эту ситуацию в нашем закрытом телеграм-канале с одноименным названием «Филипповский 13». Ссылку вы найдете в описании, подписывайтесь и все узнаете в подробностях. Ну а теперь к основному блоку новостей. Атака на стратегические силы сдерживания и Крымский мост, подрывы поездов в Брянской и Курской областях ужесточили позицию Москвы в отношении Киева. Владимир Путин называет украинский политический режим террористическим и предупреждает Дональда Трампа в телефонном разговоре о неминуемом ответе. Какой будет и будет ли вообще российская акция возмездия? Переговоры по ядерной программе Тегерана идут ни шатка, ни валка. Соединенные Штаты требуют от Ирана полностью отказаться от обогащения урана на своей территории. Иранская сторона категорически против, а Вашингтон рассчитывает на посредничество Москвы. Получится ли договориться? Администрация Трампа оставляет сирийских курдов один на один с новым сирийским правительством и Турцией. Американские войска выводятся почти со всех военных баз в сирийском Курдистане, а Израиль наращивает поддержку противников Ахмеда аш-Шара. Что будет дальше? На президентских выборах в Польше победил консервативный кандидат Кароль Навроцкий, являющийся сторонником Трампа и критически настроенный по отношению к Украине. Каким образом будут складываться отношения Варшавы и Киева в ближайшем будущем? Смотрите эти и другие новости сегодня в нашем еженедельном выпуске на канале Филипповский 13. Всем привет! Вы на канале Филипповский 13, и сегодня у нас время еженедельных новостей мировой политики и международных отношений. И, конечно же, главная новость номер один – это украинские атаки на российские стратегические силы сдерживания, а также теракты в Брянской и Курской областях. К ним добавилась очередная атака на Крымский мост, который стал уже каким-то фетишем для украинского политического руководства. В прошлом новостном выпуске мы ограничились короткой экстренной новостью. Сейчас расскажем подробно, но вы наверняка и так уже в курсе. 1 июня стало нехорошим днем для России. Вначале утром в Брянской области был подорван пассажирский поезд. Погибли люди. Потом в Курской области сошел с рельсов грузовой состав. Ну а главные события стали разворачиваться к обеду. Украинские спецслужбы при помощи диверсантов попытались атаковать сразу 5 российских аэродромов, на которых базируется стратегическая авиация, носители ядерного оружия. И в отношении 2 аэродромов атака оказалась успешной. В Мурманской области и в Иркутской были повреждены российские стратегические бомбардировщики. Почему эта атака носит беспрецедентный характер? Потому что основа безопасности России – это ее ядерная триада, и она основывается на воздушном, морском и наземном компоненте. Конечно же, самый внушительный российский компонент ядерных сил сдерживания – это наземная часть триады – межконтинентальные баллистические ракеты шахтного и наземного базирования. Кроме того, есть также морская составляющая. Это ракеты с ядерными боеголовками, размещенные на атомных подводных лодках. Они базируются в Мурманской области и на Камчатке, на Тихом океане. Ну и воздушная компонента оружия возмездия. Это стратегические бомбардировщики. Их в России целых 3 типа. Это Ту-160, Ту-95МС, ветеран Холодной войны, и Ту-22М3. Украинские спецслужбы провели довольно дерзкую акцию. Рядом с аэродромами останавливались фуры, и оттуда внезапно стали вылетать дроны, которые начали поражать стоявшие на аэродромах бомбардировщики. Почему у российской стратегической авиации нет ангаров, это вопрос к прежнему руководству Министерства обороны и, в частности, лично к Сергею Шойгу. Начнем заседание с рассмотрения вопроса строительства укрытий
для авиационной техники. В соответствии с планом развития аэродромной сети предусмотрено возвести более 300 укрытий. Тут да. Но не оказалось ангаров, самолеты стояли под открытым небом, некоторые из них были повреждены, некоторые, возможно, уничтожены, и мы сейчас не будем говорить о количестве, цифры разнятся, дело не в этом. Атака на ядерную триаду, на воздушную компоненту сил сдерживания. Это очень серьезный вызов, и согласно обновленной в прошлом году российской ядерной доктрине, Россия имеет право ответить на такое ядерным ударом даже по неядерному противнику, каким, например, является Украина. Именно поэтому мы начали наш предыдущий новостной выпуск словами «ядерную войну заказывали». Да, теперь, согласно ядерной доктрине, Россия имеет право отвечать ядерным оружием. Позволю себе процитировать положение из обновленного документа. Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Часть 3. Условия перехода к применению ядерного оружия. Пункт 19. Условиями, определяющими возможность применения ядерного оружия, являются воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил. Это полное соответствие данному пункту ядерной доктрины. Потому что воздушная компонента сил сдерживания, если она будет, например, полностью или частично уничтожена, сокращает возможности России по ответному ядерному удару. Но масштаб потерь, конечно, тоже преувеличивать не надо. Воздушная компонента пострадала не очень серьезно, а кроме того, есть наземная и морская. Но, однако, не ответить на такое – это означает спровоцировать противную сторону на еще более дерзкие действия. Тем более, что политическое руководство Украины в начале июня решило собрать, как говорится, 3 в одном. Теракты против гражданского населения, крушение поездов, удар по стратегическим ядерным силам сдерживания и, как я уже сказал, атака неудачная на Крымский мост. Если добавить к этому упорные попытки перед Днем Победы украинской стороны сорвать празднование в Москве, я имею в виду атаку сотен дронов на Москву и на европейскую часть России, то можно сказать, что российское руководство просто вынуждает отвечать и отвечать жестко. Однако же Путин и другие представители высшего российского политического истеблишмента первые 2 суток после украинских диверсий и терактов хранили гробовое молчание, как, впрочем, и европейские лидеры, а также Дональд Трамп. Комментировали все только эксперты и журналисты. Однако же вскоре появились кадры совещания по видеосвязи президента Путина с членами правительства. И на этом мероприятии дистанционно выступал Владимир Мединский, глава российской делегации в Стамбуле. Много было разговоров, пойдет ли Россия на второй раунд прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле после того, что сделала Украина. В итоге российская делегация прилетела, обменялась с украинской меморандумами и только. Договорились об обмене телами погибших, а также о безвозмездной передаче украинской стороне порядка 6 тысяч погибших в Курской области украинских солдат и обмене пленными. Российский меморандум абсолютно не устроил украинскую сторону, украинский – российскую. И вот, в частности, что сказал на заседании правительства Владимир Мединский. Переговоры шли сначала тет-а-тет, потом в составе делегаций. Рабочий язык был русский. Россия передала проект меморандума по урегулированию. Украина пообещала изучить его и дать комментарии позднее. Россия на переговорах в Стамбуле призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия. Украина подтвердила свои позиции, начать с 30-дневного прекращения огня и использовать его для подготовки саммита лидеров. Таким образом, разница в позициях российско- и украинских сторон по мирному регулированию кардинальна. Россия требует вывода украинских войск с территории новых российских регионов, а также демилитаризации Украины и ее внеблокового и безъядерного статуса. Украина требует всего 2 вещи. Первое – 30-дневное перемирие безо всяких условий и встречу Зеленского и Путина. Но полагаю, что после того, что произошло, даже призрачные шансы на эту встречу исчезли. Потому что после Мединского слово взял Путин. И вот что он в частности сказал.
Решения о терактах в Курской и Брянской областях принимались на Украине на политическом уровне. Произошедшее было целенаправленным ударом по гражданским. Действия Киева были нацелены на срыв второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. И дальше последовал ряд ключевых высказываний Путина, после которых все стало предельно ясно. Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? Нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию. Каким авторитетом может обладать главарь прогнившего и коррумпированного режима? Спонсоры Киева являются пособниками террористов. Украине мир не нужен, власть для киевского режима важнее людей. Ну, в общем, характеристика, которую Путин дал Зеленскому и его окружению, предельно ясна. Коррумпированный, авторитарный режим, к тому же прогнивший и к тому же террористический. С такими, конечно же, переговоров не ведут. А дальше Путин сказал, что после заседания правительства состоится заседание Совета безопасности России, где обсуждаться будет именно ответные действия России в ответ на диверсии и теракты Украины. И, в частности, решение об ответных действиях Путин будет принимать после совещания с силовым блоком и с Лавровым, министром иностранных дел, о чем сам Путин сказал в открытой части совещания с правительством. Какой вывод можно сделать из всего этого? А то, что, скорее всего, неприкосновенность Зеленского и его окружения будет снята. Официального подтверждения этому нет. Однако с началом специальной военной операции ходили упорные слухи, что российское политическое руководство через израильского политика Натали Беннета дало Зеленскому личные гарантии безопасности. И вообще Россия действует в этом конфликте легитимистски. Она до сих пор не трогала украинскую политическую верхушку. Однако, видимо, после того, как Путин назвал Зеленского террористом, сразу вспоминается путинское «мочить в сортире». Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Таким образом, мы видим новый этап украинского конфликта. Россия, возможно, переходит к ликвидации украинского политического руководства. А так это или не так, давайте подождем и сами все увидим. Кроме того, Россия явно готовит широкомасштабную акцию возмездия на то, что произошло в Брянской и Курской областях с Крымским мостом, а также с российскими бомбардировщиками на аэродромах. Когда она будет проведена, какой масштаб будет носить, все это важные маркеры того, каким дальше Россия видит развитие украинского конфликта. Давайте подождем и все узнаем. Ну а дальше началась телефонная дипломатия. Внезапно Дональд Трамп взял и написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social, которая, кстати, ему же Трампу принадлежит, большой пост о том, что он только что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Это уже официально 4-й разговор, однако у нас на Филипповском 13 есть сильное подозрение, что говорят Путин с Трампом намного чаще, возможно, даже каждый день. Напомню тем, кто ждет официальных анонсов телефонных разговоров, что прямая телефонная линия между Кремлем и Белым домом была проведена еще в далеком 1963 году по распоряжению Никиты Хрущева и Джона Кеннеди. После бурных событий Карибского кризиса осени 1962 года СССР и США решили разговаривать напрямую. И теперь, если Путин захочет поговорить с Трампом, ему достаточно просто поднять трубку. Переводчики готовы, связисты постоянно тестируют связь. Так вот, официально Путин поговорил с Трампом в 4-й раз. При этом сам Путин и российская сторона разговор не подтверждали. Но Трамп накатал огромный пост, и вот в частности, что он там написал. Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Звонок длился около часа и 15 минут. Мы обсудили атаку Украины на российские самолеты на аэродроме, а также другие недавние действия с обеих сторон. Это был хороший разговор, но пока он не приведет к немедленному миру. Путин выразился предельно четко. Он намерен ответить на атаку по аэродромам. Мы также обсудили ситуацию с Ираном и то, что времени на решение по ядерному оружию остается
остается все меньше. Я прямо заявил Путину, Иран не должен получить ядерное оружие, и, как мне показалось, по этому вопросу у нас есть согласие. Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном и, возможно, помочь ускорить решение этого вопроса. На мой взгляд, Иран затягивает с ответом, и мы вскоре должны получить окончательное решение по этой крайне важной теме. Ну, а потом Трамп решил подбросить дров в костер конспирологов. Он взял и удалил свой пост. Однако, примерно через 15 минут он его перезалил, примерно с тем же содержанием. Зачем Трамп вначале опубликовал пост, потом удалил, потом снова его опубликовал без изменений, это вопросы к Дональду Фредовичу Трампу. Он человек весьма экстравагантный. Может быть, хотел создать глубину интриги. Что мы понимаем из этого поста Трампа? Первое, что США нормально отреагируют на российскую акцию возмездия. Она будет масштабной, но, как говорится, Зеленский сам напросился. The cards he has. Well, they gave Putin a reason to go in and bomb the hell out of him last night. That's the thing I didn't like about it. When I saw it, I said, here we go. Now it's going to be a... Кроме того, Трамп очень рассчитывает на помощь Путина в деле решения проблемы иранской ядерной программы. Иран не хочет идти на уступки, и мы еще об этом поговорим сегодня в нашем нынешнем выпуске. И Трамп рассчитывает на российское посредничество. Налицо размен. Россия помогает США решить иранскую ядерную проблему. И Россия может это сделать, потому что у нее с Ираном доверительные отношения. В январе этого года был ратифицирован договор о российско-иранском стратегическом всеобъемлющем партнерстве. Ну а США закрывают глаза на любые действия России в отношении украинского политического и военного руководства и на российскую масштабную акцию возмездия. Можно предположить, во всяком случае, сделать такие выводы на основе анализа текста поста Трампа. Так это или не так, как говорится, покажет только будущее. Чуть позже, после того, как Дональд Трамп уже отыграл роль блогера, на информационной арене появился помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. И он прокомментировал состоявшийся разговор Путина и Трампа. Путин сообщил Трампу, что Украина пыталась сорвать переговоры, но Москва на провокации не поддалась. Путин подчеркнул в разговоре, что переговоры России и Украины в Стамбуле были полезны. Киевский режим, по сути, превратился в террористическую организацию. Лидеры не обсуждали меморандумы по урегулированию украинского конфликта. Вопрос встречи Путина и Зеленского никогда не стоял в практической плоскости. Трамп сообщил Путину, что США не были проинформированы о планах нанесения ударов по аэродромам России. Трамп сообщил, что был бы признателен, если бы Россия поработала с Ираном стороной по ядерной сделке. Путин и Трамп обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между странами, у которого есть огромный потенциал. Президенты охарактеризовали их обмен мнениями как позитивный и продуктивный. Лидеры договорились продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам. Здесь мне хотелось бы выделить один пункт. То, что американская сторона, по словам Дональда Трампа, не была проинформирована об украинских атаках на российские аэродромы. И, кстати говоря, первое, что сделала Москва сразу после украинской атаки, она организовала звонок между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио. Видимо, Лавров спрашивал Рубио, а вы знали вообще об этом? Рубио сказал, что нет, потому что если бы американская, британская, французская, да какая угодно сторона знала бы о таком, это вообще-то повод для ядерной войны. Но не будем доставать жупел ядерного взрыва с чердака. Американцы отрицают того, что не знали, то есть это чисто украинская акция. Как говорится, концы в воду. Они виноваты, их и наказывайте. В целом же создается впечатление, что Соединенные Штаты серьезно обеспокоены последствиями украинских действий. Сразу после украинской атаки в Вашингтон был вызван глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Там он коротко встретился с Марко Рубио и некоторыми американскими официальными лицами второго и третьего уровня. И там ему было, скорее всего, заявлено, что вы сумасшедшие. Вы играете с перспективой ядерной войны. С американской стороны последовал комментарий представителя Трампа, генерала Кита Келлога, который он дал телеканалу Fox News.
Уровень риска значительно повышается после того, что произошло в эти выходные. Люди должны понять, что в сфере национальной безопасности, когда вы атакуете часть национальной системы выживания оппонента, уровень вашего риска повышается, потому что вы не знаете, как они ответят. Совершенно очевидно, что уровень риска будет повышаться, и я думаю, что именно этого мы пытаемся избежать. Мы пытаемся прийти к ситуации, когда уровни риска не будут повышены. Переводим с дипломатического языка на обычный. Вы идиоты. Вы атаковали российские силы ядерного сдерживания. Теперь вам может прийти конец. Но, конечно, Кит Келлогг высказался по-другому. Настоящую истерику стала разжигать британская пресса. Вот, например, что написала английская газета Daily Mail. Россия может нанести по Украине удар тактическим ядерным оружием в ответ на атаку аэродромов. Путин вполне может посчитать, что так он может продемонстрировать свою непобедимость и заставить Зеленского сдаться. Ужасающая реальность заключается в том, что такой расчет может быть верным. Но тут сложно не согласиться. На самом деле, после такого Россия имеет, еще раз подчеркну, право применить ядерное оружие. Однако же нам на Филипповском 13 кажется, что применение России тактического ядерного оружия, или, как правильно говорить, нестратегического ядерного оружия, маловероятно. Потому что весь спектр российских обычных вооружений позволяет дать достойный ответ на теракты и диверсии. Поэтому мы расцениваем вероятность применения России ядерного оружия на данном этапе конфликта как низкую. Ну, еще можно отметить, что в медийном пространстве Соединенных Штатов развернулась дискуссия о том, насколько безрассудно действует политическое руководство Украины. Приведу два высказывания. Одно принадлежит Стивену Беннону. Это бывший главный идеолог Трампа, ярый трампист и его советник в первой администрации. Нас втягивают в возможную Третью мировую войну, которая затмевает первые две, и это самым вопиющим образом происходит каждый день. В Белом доме сказали, что не были осведомлены о планах украинцев. Они просто взяли и атаковали ядерную триаду России. На такое даже генерал Кертис Ли Мэй бы не решился. Атака была дерзкой, смелой и все такое, но так нельзя. Страна, которую мы спонсируем и с которой заключаем сделки, теперь втягивает нас в свою войну. Они считают, что могут атаковать российскую территорию и втянуть нас в конфликт с Россией. Нас втягивают в конфликт, который может дать метастазы. Еще раньше Стивен Беннон предупреждал Дональда Трампа, что если он не бросит Украину, то Украина станет для него новым Вьетнамом. Объясню, что конкретно имел в виду Стивен Беннон. Дело в том, что войну во Вьетнаме в 1964 году начала демократическая администрация президента Техаса Линдона Джонсона. Но, однако же, Линдон Джонсон в 1968 году отказался баллотироваться на выборах. И победил на этих выборах в ноябре 1968-го Ричард Никсон, республиканский кандидат, такой же республиканец, как и Трамп. И именно ему пришлось уносить ноги из войны во Вьетнаме. Таким образом, начали все демократы при Байдене, намекает Стив Беннон, а заканчивать придется Трампу. И непонятно еще, насколько Трамп может увязнуть в украинском конфликте. Поэтому надо уходить из Украины и не позволить Украине стать новым Вьетнамом для трампистов. Об этом говорит Стивен Беннон. Однако же среди американского политического истеблишмента и, в частности, среди республиканцев есть и прямо противоположные мнения. Вот, например, что заявил о случившемся сенатор-республиканец Линдси Грэм, известный ястреб. Что касается Украины и России, если эта война завершится таким образом, что создаст впечатление победы России, это подожжет весь мир. Вывод американских войск из Афганистана был ужасным решением. Он стал спусковым крючком для российского вторжения в Украину. Это сделало Америку в глазах мира слабой. Я говорил об этом президенту Трампу лично, а теперь говорю публично. Если эта война завершится так, будто мы бросили Украину, это будет даже хуже, чем уход из Афганистана, и станет серьезным ударом по мировой стабильности. Ну а если из-за Украины начнется ядерная война между Россией и США, наверное, сенатору Грэму будет легче. Но дело в том, что ни американские политические элиты в основной своей массе, ни европейские просто не верят, что Россия может дать по-настоящему жесткий ответ. Потому что до этого Россия никаких таких ответов не давала. И поэтому сейчас многое зависит от того,
каким именно будет российский ответ. Если он будет достаточным для того, чтобы убедить американцев и европейцев в том, что Третья мировая война у них буквально на пороге, то, скорее всего, Украину оставят в покое. А если нет, то тогда продолжат активно поставлять оружие для нужд вооруженных сил этой страны. В общем, все зависит от того, как конкретно поведет себя Москва в ответ на беспрецедентный вызов в сфере безопасности. Надо сказать, что на фоне всех этих событий совсем даже не молчал президент Украины Владимир Зеленский и активно подливал масло в огонь или бензина в костер. Продолжение стамбульских встреч на уровне, не приводящем к решениям, бессмысленно. Зеленский ультимативно требует 30-дневного перемирия, на время которого не будут приостановлены поставки оружия и украинская мобилизация, и личной встречи с Путиным. Видимо, для того, чтобы устроить шоу, подобное тому, которое он устроил в овальном кабинете Белого дома. При этом Зеленский предлагает российской стороне 3 возможные площадки для встречи: Стамбул, Ватикан или Швейцария, без уточнения конкретного города. На этом фоне зловеще прозвучали заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Он сказал, что компоненты немецкого оружия уже прибыли на Украину, и Украина скоро создаст при помощи Германии свое дальнобойное ракетное оружие. Как можно прокомментировать такое заявление Бориса Писториуса? Видимо, немецкие крылатые ракеты «Таурус» в разобранном состоянии уже прибыли на Украину, и скоро можно будет ожидать ударов по целям на территории России на стратегическую глубину. В прошлом информационном выпуске мы рассказывали о том, что Германии это дорого может стоить. Потому что Россия после ударов немецкими ракетами по Петербургу и Москве будет вынуждена ответить по Берлину и Франкфурту. Однако, видимо, ни Бориса Писториуса, ни федерального канцлера Фридриха Мерца это особо не волнует. Они действительно не верят, что Россия может ударить по немецкой территории. Я уже приводил цитату из британской газеты Daily Mail, в которой утверждается, что если Россия нанесет удар ядерным оружием по территории Украины, никто в ответ ядерным оружием бить по территории России не будет. И это правда. Никто не будет подставляться под ответный российский ядерный удар. Так вот, дополню. Если Россия нанесет удар своим ядерным оружием по Германии, то по России тоже не последует ядерного удара. Зачем политическое руководство ФРГ так страшно подставляет свою страну? Вопрос остается открытым. Думаю, они не верят. И поэтому все сейчас зависит от российского ответного удара по Украине. Если он произведет впечатление, то, я думаю, Германия забудет про свои Таурусы. А если нет, то наших зенитчиков предстоит большая работа. Однако же мы на Филипповском 13 все-таки искренне надеемся, что мир не перейдет порог Третьей мировой войны и тем более войны ядерной, потому что более страшного кошмара невозможно даже представить. Ну, еще немножко про ядерную сферу. На этот раз про гражданский мирный атом. Иран заявил, что не собирается отказываться от обогащения урана, и более того, аятолла Хаменеи, духовный лидер Ирана, сообщил, что Иран вошел в ограниченное число стран, обладающих полным ядерным циклом, то есть добыча, переработка, обогащение и производство ядерного топлива для атомных электростанций. Вот что в частности сказал аятолла Хаменеи. Ирану удалось создать полный ядерный топливный цикл, поэтому сегодня мы способны производить ядерное топливо, начиная с шахты и заканчивая электростанцией. Число стран в мире, достигших полного ядерного топливного цикла, пожалуй, меньше, чем количество пальцев на 2 руках человека. Иранская молодежь и ученые добились этого. Как в таких условиях Россия может помочь США с тем, чтобы Иран отказался от обогащения урана на собственной территории, вопрос остается открытым. Потому что Иран на переговорах с американцами четко заявляет: как бы то ни было, но мы будем обогащать уран именно у себя дома. Ну а инспекторы МАГАТЭ, международные наблюдатели, могут присматривать за этим процессом. Как сказали бы в международной панораме 80-х,
крепнет союз России и Корейской Народно-Демократической Республики. В Пхеньян с визитом и на встречу к Ким Чен Ыну прилетел бывший министр обороны и нынешний секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Как сообщается, они будут обсуждать реализацию некоторых пунктов договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, а также будут обсуждать меры увековечения памяти северокорейских бойцов, погибших за освобождение Курской области. Северная Корея вернула долг нашей стране. В далеком 1945 году Красная Армия освободила ее территорию от японских захватчиков. И вот сегодня северокорейские войска помогали российской армии освобождать Курскую область, один из российских регионов. Но, кстати говоря, ведь в состав России входят еще и новые регионы. Можно предположить, что Сергей Шойгу обсуждал с Ким Чен Ыном возможную переброску северокорейской группировки на Украинский фронт, а конкретно на территорию новых регионов Российской Федерации. Поэтому в случае эскалации конфликта на Украине не будет большим удивлением увидеть северокорейских военных в Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР. И это будет коренным изменением украинского конфликта. Соединенные Штаты решили сделать окончательную ставку на новое сирийское правительство под руководством бывшего джихадиста Ахмеда Аш-Шара, который является турецким патроном. И, в общем-то, Турция теперь один из главных партнеров США на Ближнем Востоке, Израиль из-за этого нервничает, а Ахмед Аш-Шара, как турецкий младший союзник, тоже налаживает коммуникации с американцами. Чтобы сделать ему приятное, США покидают своих союзников, сирийских курдов, которым они помогали в целях борьбы с исламским государством. США покидают практически все свои военные базы в сирийском Курдистане, кроме двух. Курды по этому поводу сильно нервничают. Израиль готов поддерживать курдов и, кстати говоря, сирийских друзов вооруженной силой. Американцы уходят, и, как я уже сказал, в сирийском Курдистане появляется вакуум силы. Кстати говоря, этот вакуум предоставляет России хорошие возможности для укрепления своего влияния в Сирии. И об этом я написал в моем авторском телеграм-канале «Пинта разума». Теперь уже совсем по-другому смотрится возможная передислокация российских военных из Хмимима и Тартуса в Камышлы и Хасике с развертыванием российской военной инфраструктуры в сирийском Курдистане. Логистически она может опираться на маршрут Каспийское море, Иран, Ирак и снабжаться независимо от турецкого воздушного пространства и контролируемых Турцией Черноморских проливов. В общем, если решение о передислокации российской группировки в Сирии из Латакии и Тартуса в сирийский Курдистан будет принято, и если будет организована логистика с опорой на Иран, то это, наверное, по нашему мнению, будет верным военно-стратегическим решением. Но решать, конечно, политическому руководству России. Ну, еще пара новостей о выборах. На прошлой неделе состоялся второй тур президентских выборов в Польше. В отличие от Румынии, о которой мы уже рассказывали на Филипповском 13, тут скандала не произошло. Победил, хотя и на флажке, консервативный кандидат Кароль Навроцкий, большой сторонник Дональда Трампа. Владимир Зеленский уже поздравил его с избранием на пост президента Польши, а Кароль Навроцкий напомнил ему о нерешенных проблемах в польско-украинских отношениях. Сегодня я не вижу Украину ни в одной из структур, ни в Европейском Союзе, ни в НАТО, до тех пор, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы по поводу Волынской резни. Речь идет в том числе и об эксгумации ее жертв в Украине. То, что произошло на Волыни и в восточной части Малой Польши, наша общая национальная травма. Травма, которая, к сожалению, не была понята ни украинским народом, ни президентом Украины Зеленским. Полагаю, что Польша будет продолжать военную и политическую помощь Украине. Однако польско-украинские отношения останутся сложными. И вот еще что про Польшу. Польская элита враждебно настроена по отношению к России. Но на фоне других европейских элит она демонстрирует завидный прагматизм. В частности, любое польское руководство, от либерального до консервативного, категорически отказывается вводить польские войска на Украину.
И тем самым они просто рушат планы крупнейших европейских держав – Великобритании и Франции. Однако у поляков долгая историческая память, и они прекрасно понимают, чем может окончиться конфликт Польши и России. Видимо, выводы сделаны, и Польша очень не хочет быть вовлеченной в украинский конфликт. И еще об одной предвыборной кампании. В Южной Корее на этой неделе тоже состоялись президентские выборы. И там победил кандидат Ли Чжэ Мэн. Напомню, что события в Южной Корее в конце прошлого года развивались довольно драматически. Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль попытался организовать военный путч и государственный переворот, но действовал крайне нерешительно и поэтому провалился. И теперь, скорее всего, Юн Сок Йоль пойдет в тюрьму, где сидят практически все бывшие президенты Южной Кореи. Посмотрите статистику. За редким исключением, все главы исполнительной власти Республики Корея рано или поздно оказывались за решеткой. Удивительная, как говорится, страна. Теперь новый президент Ли Чжэ Мэн. Он будет теперь управлять Южной Кореей. Посмотрим, может, ему удастся в конце концов избежать тюремного заключения. И что это ирония. Пожелаем ему большой политической удачи. Это были новости мировой политики и международных отношений на YouTube-канале Филипповский 13. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим видео с друзьями. Также не забывайте, что у нас работает наш основной новостной канал. Это закрытый телеграм-канал с одноименным названием Филипповский 13. Ссылку на него вы найдете в описании. Новости на нашем YouTube-канале выходят всего лишь раз в неделю, но на закрытом телеграм-канале Филипповский 13 они выходят минимум дважды в день в формате аудиоподкастов, каждой продолжительностью от 10 до 30 минут. Это 60 аудиоподкастов новостей в месяц. Если вы станете участником нашего закрытого новостного клуба Филипповский 13 и подпишитесь на одноименный телеграм-канал, вы всегда будете информированы о том, что происходит в мире. Стоимость ежемесячной подписки 490 рублей. Однако мы уже ввели два варианта подписки на 6 и 12 месяцев. Годовая подписка обойдется вам всего в 350 рублей в месяц. Кроме того, 7 дней доступа для новичков бесплатно. Зайдите, подпишитесь, осмотритесь, и мы надеемся, что вам понравится и вы останетесь. Помимо новостных аудиоподкастов, также выходят специальные стримы. Там же, на закрытом телеграм-канале Филипповский 13, у нас идут интересные дискуссии, посвященные мировой политике. Напомню, что число подписчиков закрытого телеграм-канала уже перевалило за 3000. Спасибо им, потому что именно на средства этих людей существует наш YouTube-канал Филипповский 13 и вся наша информационная машина. Мы проект независимый, у нас нет ни государственного, ни частного финансирования, и все, что мы делаем, интервью, исторические выпуски, работа нашей отдельной ближневосточной редакции, стримы и новости недели на YouTube-канале Филипповский 13, все это исключительно благодаря тем самым подписчикам закрытого телеграм-канала Филипповский 13. Очень надеемся, что вы нас поддержите. Всего вам самого хорошего. Скоро увидимся.